Ты чувствуешь, что он что-то не договаривает. Ты ощущаешь его присутствие, даже когда его нет рядом. Его мысли полны тайн, но сегодня карты раскроют все. Какие чувства, какие мысли его тревожат и главное, что он собирается делать. Готова узнать правду? Тогда оставайся до конца, и это предсказание поможет перевернуть твое восприятие. Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро, и сегодня вас ждет глубокое погружение в потоковое чтение карт на мысли, чувства, действия загаданного человека. По традиции мы начнем с того, что попытаемся углубиться в вашу ситуацию и начнем с самого важного вопроса, который касается ваших отношений. А именно, что сейчас происходит у него в голове, когда он думает о тебе в эту минуту, прямо сейчас. Знаете, в его голове происходит нечто несвязное, и все его чувства затмевают все его мысли о тебе. То есть, что у него в голове происходит? А в голове у него происходит умопомрачение. Он действительно не понимает, что он чувствует к тебе. Он не может разобраться. Луна всегда говорит о каких-то скрытых и глубинных чувствах. Но это же в голове, то есть в его голове чувства производят некие темные или некие попытки просветления, попытки осветить то, что он не понимает. Поэтому, когда он думает о тебе, он начинает пытаться разобраться в своих чувствах. Вот таким вот образом. И эти чувства к тебе, у него они неоднородные. И очень много вытесненного вниз. То, что он тебе не показывает, он об этом очень много думает. Очень интересный вопрос. И давайте сразу из него, раз Луна, да, то это что-то скрытое. Давайте спросим, какую правду он прячет даже от самого себя. Вот что он от себя скрывает, какую он правду от себя скрывает. Ну, смотрите, здесь повешенный выпадает, да, 12-й аркан. И аркан, он, с одной стороны, мы видим здесь ребенка, а с другой стороны, мы видим здесь сам аркан, да, повешенный. То есть ситуация затянулась. Он, ну вот, он скрывает то, что это длится долго для него. То есть то, что между вами, для него это долго. И то, что между вами сейчас, для него это нелегко. И то, что между вами сейчас, он не готов еще взять ответственность. И у него нету сил, чтобы что-то изменить. То есть, смотрите, он пока что прячет ту правду, что он беспомощен в этой ситуации. Вот это вот по повешенному, и Луна здесь, и оно очень красиво ложится одно на другое. Смотрите, 12 и 18, да, это 30, а 30 это 3 и 0, да, то есть с одной стороны дурак, а с другой стороны императрица. То есть он беспомощен в этой ситуации, и это он тщательно скрывает. Мало того, что он скрывает где-то, возможно, свою пубертатность. Ну, что такое пубертатность? Это, ну, инфантильность, да, то есть здесь пубертатность. То есть он не созрел еще что-то радикально изменить. Не готов пока что. И ему это тяжело сделать. Хорошо, тогда спросим. Есть Луна и есть повешенный, да, как бы и неготовность. Что он боится тебе сказать? Что он боится тебе сказать? Но он боится тебе сказать, что он не готов идти дальше пока что, но ты его не отпускаешь. То есть смотри, по двойке жезлов мужчина как бы зацепился, да? Это мужская карта, это мужская деградация, экспансия и неготовность расширяться. Вот она вот здесь и у нас проявляется. Так вот, что он боится тебе сказать, что ты завладела его сердцем, и что он уже не знает, какую маску одеть,
чтобы скрыть некую свою неготовность действовать дальше. Окей. Хорошо, но тем не менее он держит в секрете то, что он владеет тобой, твоим вниманием, и ты то же самое делаешь. То есть он не может как бы и с одной стороны, и с другой налюбоваться тобой, да, то есть и оторваться от тебя он тоже не может. Но я скажу так, повешенный, он как бы прикрепляет его к тебе, а тебя к нему, да. Да, это не всегда комфортно, не всегда эмоционально легко, но пока что вот такая вот власть тебя над ним в его разуме. Мы смотрим его мысли пока что, да, вот пока что больше похожи на мысли. Они весьма спутанные, а спутанные они по повешенному и по луне и по двойке жезлов. Окей. Хорошо. Тогда вот если раз тут так все спутано, то как он объясняет себе свои чувства к тебе? Как он объясняет себе свои чувства к тебе? А он себя успокаивает и говорит, не, да он даже ничего не объясняет себе, но он говорит, у меня все под контролем. Если ему что-то кажется, да, и он начинает психовать, то он потом находит оправдание, я все контролирую. То есть, как он объясняет себе свои чувства к тебе? Никак, он не оправдывается перед собой особо. И у меня все под контролем, он говорит себе, да, и я контролирую полностью свои чувства и ее. Вот это же двойка жезлов, здесь король жезлов. То есть, ну, он может так где-то чувствовать, что объяснять эти чувства, что она также как бы со мной связана, как и я с ней. И я эту эмоцию контролирую, и эти чувства контролирую. Тут, смотрите, здесь контроль чувств именно по Луне, да, поэтому, ну, как он объясняет, у меня все под контролем, все будет хорошо, то есть, ну, такой немножко, знаете, как оптимист, и я справлюсь, несмотря на то, что он не готов пока что. Окей. И смотрите, у него здесь ключик в руках, да, а ключик в руках это о чем? То есть, мало того, что под контролем, и еще все зависит от него, поэтому как я решу, так и будет. Я буду управлять этим процессом, хотя я до конца не могу разобраться сам в этом. Ну, окей. Бывает такое, да. Это из рубрики «Очень интересные отношения, но нифига непонятные», да. Хорошо. Тогда, если он такой контролер, и если частично зависит от вас и частично от него, то что он может контролировать в своих мыслях о тебе? Что он может контролировать в своих мыслях о тебе? Что он именно может контролировать? Но пока что дальше флирта он контролировать особо не может. То есть флирт это незрелая стадия или первичная стадия отношений всегда, да, такая как бы заинтересованность. Поэтому он не может контролировать флирт и не может контролировать незрелость в этих отношениях. То есть он не может контролировать несерьезность. То есть, по идее, получается так, что он не может через что-то переступить и пойти дальше, нежели есть некий флирт. Да? То есть, или дальше, нежели он зашел. Но это вот как раз об этой карте. То есть, по сути, в своих мыслях о тебе он не может контролировать некое большее сближение, чем есть сейчас, чем есть те обстоятельства, в которых вы оказались. Поэтому, если еще упростить, в своих мыслях о тебе он не может контролировать, возможно, какие-то более буйные фантазии, потому что он еще на них не готов. Ну или не фантазии, а какие-то более серьезные шаги, может быть, где-то более ответственные, более стоящие, более значащие, потому что вот эта карта, она очень дорогая сама по себе. И для того, чтобы пойти дальше по этой карте, а она здесь самая старшая, даже вот будучи королем, он не может пока, да, то есть
Он не может дальше флирта. Пока что, да, вот условно. Но опять-таки не обязательно это флирт. Это может быть какой-то этап в ваших отношениях. Но он таки первичный. Это больше конфетно-букетный период, поэтому он где-то может сомневаться, что, допустим, за условным конфетно-букетным периодом дальше будет легче. Потому что ему уже сейчас тяжело. Окей? Услышали. Ну вот такой вот, мы зашли сразу с разума, да, почему-то мне потянуло. Давайте переместимся, да, немножко в область чувств, проверим, да, его чувства. Такое истинные его чувства рассматриваем. Вот как раз Луна. Какие чувства он скрывает глубже всего? Какие чувства он скрывает глубже всего? Он где-то может скрывать обиды прежде всего. И может скрывать, что ему безразлично. Оно похоже на повешенного. Где-то он может, знаете, глубже всего он не понимает, зачем ему это все нужно. Потому что по 4 кубков мне вроде дают шанс, а я его вроде бы как не принимаю. Он вроде бы как лишний. Поэтому больше всего он скрывает, что он не понимает до конца, зачем ему это надо. Ну, потому что у него и в голове такой, извините за выражение, немножечко бардак, да. Ну, так он называется, да, образно говоря. Хорошо, если он такие чувства вскрывает, то почему тогда он боится рассказать свои эмоции или раскрыть свои эмоции перед тобой? Ну ладно, это же и понятно, что он скрывает, непонятно, зачем ему эти отношения, да? Почему он боится раскрыть свои эмоции перед собой? Ну, он боится тебя потерять все-таки. 10 мечей, это, знаете, как покойник уже, да, такой, без шансов. Поэтому он, ну, все-таки ему как бы, он не понимает, зачем эти отношения, но не готов терять. Тогда получается, да, логически, если посмотреть. Поэтому он боится, что этим он убьет отношения. То есть, как минимум, в кавычках, да, разобьет тебе сердце, давайте так скажем, да. Окей. Хорошо. Тогда что в тебе вызывает у него самые сильные эмоции? Вот, раз уж он так смотрит на тебя и не может отпустить тебя, да, но и не знает, что делать дальше. 2 жезлов, действительно, такая карта, видите, в центре. С одной стороны, он не может отпустить, а с другой не знает, что делать дальше. И не понимает, зачем им это ему. Какие самые сильные эмоции вызывают в тебе? Ну, или ты настолько умна, что он от тебя черпает знания, как учитель, или ты его очень классно слушаешь. У меня пока что, то есть или ты его учишь, или он тебя. У меня такое ощущение, что он тебя учит. Ну вот здесь по этой комбинации, да, по вот этой вертикали. То есть, скорее всего, у меня такое подозрение здесь в этом раскладе, что он радуется, когда он кажется умнее, мудрее, опытнее и может чем-то поделиться. Есть вот такие люди, которые любят именно учить. Есть такие люди, которые любят учиться. Есть люди, которые любят говорить, а есть такие, которые любят слушать. Вот. То вот здесь все-таки я больше склонюсь, вы уже напишите в комментарии сами, да, какой у тебя вариант. Ты слушаешь, а он говорит. Или наоборот, ты говоришь, а он слушает. У меня здесь все-таки, что он говорит, а ты слушаешь. И что в тебе вызывает у него самые сильные эмоции? Готовность слушать. Женщины любят ушами, да? Это его мысль, скорее всего, о тебе. Ну, вот так. Хорошо. Ну или стереотип. Тогда как он справляется, отсюда же тогда вопрос, как он справляется с чувствами, которые к тебе испытывает, раз он тут ему нравится, а тут он не понимает, зачем ему все это. Окей, как он справляется с чувствами, которые к тебе испытывает? Он пребывает просто в иллюзии и наслаждается этим процессом, поэтому где-то, знаете, такое садомаза на уровне. Мне тут все нравится, и я не понимаю, зачем мне это все надо.
Ну, с другой стороны, да. Хорошо. Тогда спросим, какая эмоция захватила его, когда он вот подумал о тебе? Или какие эмоции захватывают его, когда он думает о тебе? Какие эмоции захватывают его, когда он думает о тебе? Ну, что-то ж его поднимает вверх, да? Как-то ж он там контролирует что-то, от него-то что-то зависит по этому королю. Какие эмоции захватывают его? Или подхватывают его? Но знаете, тут у меня такое эмоциональные качельки почему-то. Когда он думает о тебе, его захватывает эмоция спокойствия. Опять, ну, это как бы повешенная, это справедливость, но она и это весы, и это весы. То есть у вас, по идее, отношения качелеобразные. И именно эмоционально качелеобразные, да, то есть то хорошие эмоции, то плохие, ну, как бы, или то радостные, то грустные, то у вас то все хорошо, очень-очень, то очень-очень все плохо, да. Ну, давайте так скажем, весы, они часто про безразличие, здесь близнец, здесь весы, да, и воздушное, то есть у меня почему-то все равно, да, то есть когда он о тебе думает, он успокаивается. Он становится спокойным. Обычно, да, как бы, когда человек о ком-то думает, у него там, если любовь, да, и отношения, начинается с сердцебиения. Здесь наоборот он успокаивается. Хорошо это или плохо? Ну вот вы напишите в вашем случае, как вы считаете, когда он думает о вас и успокаивается, это хорошо или это плохо? Ну, как минимум, он не становится агрессивным, уже хорошо, с одной стороны, да. Поэтому я бы сказал так, что когда он думает о тебе, то его эмоции переходят в состояние покоя. Но, наверное, когда он думает о тебе, вы же находитесь на расстоянии, соответственно, когда вы на расстоянии, на дистанции, а он спокойно. Когда вы сближаетесь, начинаются качели. Видите, вот так вот оно и объясняется. И вот где-то здесь он, может быть, и не понимает, что с ним происходит. Но окей, возможно, это любовь, да, как бы вот так. Так что не надо, ну, делать каких-то отчаянных шагов пока что, да, и там рвать на себе волосы. Ни вам, ни ему. Хорошо, тогда зайдем с других, да. Тут есть налицо некий внутренний конфликт. Давайте тогда спросим, в чем его самая большая борьба, связанная с тобой? Вот зона внутреннего его конфликта, где я вижу, что с одной стороны вроде все как классно, а с другой стороны идет противоречие, да? И он успокаивается, думая о тебе на дистанции. А когда ближе, начинаются качельки. В чем его самая большая борьба, связанная с тобой? Ну, смотри, ты его не отпускаешь. Он слышит и чувствует музыку твоего сердца. Такая карта прям выпала. И он не понимает, ему нужно уйти или ему нужно остаться. И ему уйти от тебя очень тяжело. Он не может тебя бросить. И в этом и есть самая большая борьба. А почему? Потому что он до конца сам не понимает, зачем ему эти отношения. Поэтому в чем самая большая борьба? Он не может без тебя. Почему? Потому что ты каким-то образом очень умело оседлала этого белого лебедя. Если у тебя так, то напиши: я умело оседлала этого белого лебедя, или нет. Мой лебедь уже улетел, и я что-то никак не могу его оседлать. Ну, вот эта карта, это по 8 кубков должен кто-то уйти, да, но ему как бы так классно в этом месте, чтобы уходить, и он не сильно торопится, да. Хорошо, тогда спросим следующее. Какие сомнения не дают ему покоя? Какие сомнения не дают ему покоя? Вот оно что тут. Ну, он считает себя как бы, да, он пытается выглядеть там умным каким-то, да, там, или спикером хорошим, или опытным, или мудрым. Ну, не глупым, во всяком случае, да, поучителя. Но вот здесь это мальчик, особенно если мы на мужчину гадаем, да, то он сомневается, что он
может быть авторитетом для тебя. То есть он чувствует, что ты его старше. Но каким образом, да? По возрасту, может быть, по опыту. А может быть, ты сильно для него как мама получаешься, да, вот именно относишься к нему как к ребенку. Поэтому в этом он сомневается, да. Ну и с другой стороны, здесь еще такое есть, у меня почему-то сейчас только подтвердилось, но я сразу не говорил, да, вот здесь вот этот вот ребенок, то есть он может быть не готов к ребенку. Имейте это в виду, потому что, ну, как бы не готов. Не говорю, что он категорически не хочет, а не готов. Ну, может, он действительно не нужен. Поэтому в ребенке он точно сомневается. И в своей авторитетности где-то вот не чувствует. Может быть, он пытается как-то научиться тобой управлять, и вроде бы у него ключики. Ну вот, либо ты соскакиваешь, либо у тебя больше опыта по отношению к нему, и он как-то это интуитивно, может быть, чувствует, да, на эмоциональном уровне, потому что Луна. И здесь, кстати, карта Луна открывает наш расклад. Она говорит о том, что женщина здесь сразу выпала. То есть он чувствует это, и эмоции, он движим, да. Ну и эмоциональные качели отсюда же и растут. Почему он колеблется в своих действиях? Ну, нелегко ему. Тут несколько вариантов. Либо у него такая судьба, что сразу десятка жезлов, да, выпадает, и можно сказать, что у него судьба такая. Нет. Есть некие задачи, кармические отработки его, которые просто как уже и так его загрузили, да. А тут еще отношения, да, то есть по сути он колеблется в своих действиях, опять-таки из-за нагрузки на него, физической, психоэмоциональной, обстоятельств, карма и так далее. И плюс он не уверен, да, то есть не уверен изначально, да, то, что у него эмоционально идет. То есть его энергетическое состояние не дает ему возможности быть уверенным в себе. Это подавление воли, но тем не менее он еще пока что справляется по вот этой карте, по десятке жезлов. Окей, я вам озвучиваю карты, а вы можете их интерпретировать себе. Хорошо, тогда спросим, ну, что его конкретно удерживает от более решительных шагов, да? Не уверен в себе. Смотрите, здесь прямо you are the best, да, ты лучший. Вот тут нету вот самооценка, где-то он стремится быть там как мужчина, да, таким самодостаточным, серьезным, да, таким. Но вот если взять тебя и его, есть некий контраст, где где-то твои качества, да, вот в тебе больше этого. И он не уверен. Поэтому тебе нужно, ну как бы если ты хочешь сохранить эти отношения и подыграть, всегда надо быть так немножечко ниже, да, на полступенечки или на ступенечку. Но тут уже все зависит от того, чего ты хочешь от этих отношений, да, как-то так. Окей. Хорошо. То есть не считает себя лучшим, как минимум себя недооценивает, да, вот так вот. То есть, может быть, даже рассуждая так, вот она, да, я ее недостоин. Вот по этой карте он может считать, что он недостоин вас. Где-то ваше эго переигрывает его эго, и он не уверен. Окей, ну, недооценка. Тут, скорее всего, знаете, есть какие-то детские моменты. У меня почему-то идет изначально, что здесь у настоящего мужчины с какой-то женщиной, может быть с матерью, может быть с бывшей женой, есть какой-то, ну, тараканчик, который до сих пор не решен. Пока что так, ну, если с точки зрения психоэмоционального какого-то подхода. Окей. Давайте тогда спросим, ну, о чем он жалеет, если, или сожалеет, когда думает о тебе. О чем он сожалеет? Но пока что я скажу так. Вообще это карта любви и второй половинки. Он сожалеет, когда вы не вместе. Интересно.
сожалеет, что вы не держитесь там рука за руку, и он не слышит стук твоего сердца, биение твоего сердца. Интересно, вот насколько это правда, да, и насколько вы чувствуете его сердце. Если вы сейчас чувствуете, что вот он где-то законнектился к вам, приконнектился, то ну, тогда это так и есть. Закройте глаза. Слышите биение сердца? Вот, значит, эта карта, она выпала, и действительно он сожалеет о том, что вы не рядом и не вместе. Окей. Давайте тогда спросим, а чего он хочет? Вот как бы уже мы посмотрели чувства, даже мысли, чувства, намерения. Теперь вот планы намерения, точнее, внутренний конфликт, да, вот это у нас был, как бы, мы начали с мыслей, потом пошли в чувства, потом внутренний конфликт посмотрели. Вот планы намерения, давайте теперь разбирать все-таки, да. Чего он хочет добиться в ваших отношениях? Чего он хочет добиться в ваших отношениях? Я вот не пойму. Смотрите, вот это, скорее всего, не отшельник, это отшельница. Отшельница. Вот эта женщина, а это он. Все-таки вы его слушаете. Не он вас слушает, а вы его наоборот. То есть то, что я и говорил. Он хочет, чтобы вы на дистанции, особенно если это вдруг пауза между вами, да, или вы взяли паузу в отношениях, или он там ушел, чтобы вы научились его слышать на расстоянии. И поумнели при этом. Ну вот так. Отшельница. Тут, кстати, по 2 старших аркана. Интересная колода. Как раз вот посмотрим. Так что в ваших отношениях он хочет, чтобы его слышали. И говорит он, по идее, много. Ну, как-то так. Ну а почему бы нет? Да? Хорошо. Если так, то какой сценарий развития событий он считает лучшим или идеальным, да? Какой сценарий развития событий он считает идеальным? Ну, во-первых, это свободный полет. Тройка жезлов — это свободное движение. И как минимум пока что дистанция между вами вам не вредит. Ну, как бы карты так показывают по тройке жезлов. 9 плюс 3 — 12. Быть на расстоянии, но и не отпускать друг друга. Пока что так. Ну и периодически, может быть, сближаться. Окей. Хорошо. Ну и здесь есть воздушный шар. А воздушный шар — это всегда о легкости, да, легкость. Видите, воздушных шаров здесь много. То есть, ну, вам как бы по облегчению сценария, да, то есть по облегчению, по упрощению событий, да, или по упрощению вариантов, или чем проще, тем лучше, да, поэтому идеальный сценарий — это когда вы друг друга не нагружаете. То есть чем больше балласта в воздушном шаре, тем ниже он летит или не летит вообще. То есть чем легче эти отношения, тем лучше. Чем меньше проблем в этих отношениях, тем лучше. Чем меньше на него нагрузка, тем лучше. Это учтите. Потому что 10 жезлов, ему реально тут она в позиции мешает, да, в блоках у него, во внутреннем конфликте. Хорошо. Готов ли он на изменения ради тебя? Нет, пока не готов. Объясню, почему. Он сейчас разбирается внутри себя. С вот этим вот повешенным, как говорится. Да? То есть, ну, он как бы внутри страдает, поэтому ответ нет. Он не готов на изменения ради тебя. Вот поэтому и здесь и нужны отшельники, может быть, пауза и переосмысление и так далее. Каким тогда он представляет будущее между вами, раз он сейчас не готов по жрице, да? Он совершенно другим себе все представляет, как минимум. Или представлял другим, но еще каким оно должно быть, он себе пока не представляет. Поэтому абсолютно другим, но гораздо легче, нежели оно сейчас.
и с гораздо меньшим количеством вот этих десятка жезловых аспектов, и особенно вот здесь, да, вот по вот этой карте, да, ему чем легче, тем лучше. Поэтому он представляет совершенно новое будущее и совершенно другое и легкое, но совершенно не такое, как представлял ранее. Хорошо, как он хочет проявить себя рядом с тобой? Как он хочет проявлять себя рядом с тобой? Ну, знаете, опять здесь, да, туз мечей, и здесь должен слон взлететь. То есть он себя представляет рядом с тобой сильным, умным, решительным. И все это идет от него. И он горы воротит. И делает это легко. Но как, пока он не знает. То есть туз мечей — это начальное такое знание. И туз мечей — это начальное знание, где он пока только начинает выстраивать какие-то алгоритмы. То есть, и даже так скажу, как он хочет проявить себя рядом с тобой, он пока не знает, потому что это понимание, оно находится за шутом. А шут — это каким он представляет будущее. И хочет он проявить себя в будущем. То есть он пока еще даже не знает. Он не знает, как взлетит слон на вот этом невоздушном шаре. Хотя он подсознательно стремится к воздушному шару. А здесь роль воздушного шара играете именно вы. И балластом в этом воздушном шаре можете быть вы оба. И слон, и эта женщина. Но здесь женщина как-то поднимает, да, воздушный шар кверху, а слон здесь тянет его вниз. Как минимум. Может быть, что-то связано с переездом, перелетом, со сменой недвижимости. Может как-то повлиять на ваши отношения и на то, что вы будете вместе или ближе. Учитывая то, что в планах и намерениях центральной картой является жрица, возможно, закрыта дорога пока, но это на эзотерическом уровне. И может быть какая-то женщина, его мама, например, да, или другая какая-то женщина стоит на пороге, да, новых отношений. Ключи все равно опять у него, посмотрите. Все зависит не сколько от вас, а сколько от него. Ключ у него в руках. Ключ опять у него в руках. Видите? Окей. Хорошо. Ну вот такой интересный получается блок здесь. Да, у нас вот эти 5 карт. И они у нас о планах и намерениях. Поэтому как бы планы и намерения его не определены, но они будут решительны после того, как он решится на какую-то новые действия, понятия о которых он пока не имеет. Да? Хорошо. Ну давайте дальше посмотрим. Раз так, то что он будет делать дальше? Какой шаг он планирует? Давайте вот. Как раз у нас туз мечей, да, который вроде мы как не видим его мысли. Вот давайте переспросим, о чем этот туз мечей, какой шаг он уже планирует, что он будет делать. Но он будет успокаивать это все, видите, баланс, здесь справедливость, а здесь баланс. Он попытается вас успокоить и попытается объяснить все. Но попытается договориться с вами. И здесь о справедливости это, ну, если вдруг вы расходитесь, ну, вдруг, да, общий же расклад, то он может поддержать ваш развод. Хотя еще и попытается как бы договориться, может быть, по-хорошему. Поэтому, ну, давайте так, какая бы ни была ситуация, он попытается договориться и понять вас. То есть он пока что готов к справедливому диалогу все-таки, да, потому что, ну, он сам себя еще не довел до ручки, как говорится, хотя ему уже не тяжело, но еще и готов вас слушать. Тем не менее, говорить он готов больше, чем слушать. Но вот почему-то так идет. А как скоро тогда, как скоро ты увидишь его действия? Давайте спросим. Опять смотрите, у него в руках ключ, но 4 пентаклей, да, это не быстрая карта, не резкая, не динамичная.
Ну, как минимум здесь четверка. А четверка это здесь или 4 дня, или 4 недели, или 4 месяца. Но что-то может быть связано опять с недвижимостью, с куплей, продажей. Не только недвижимостью, может быть и транспортного средства. Здесь может быть движение. Поэтому все зависит от того, как он может передвигаться и есть ли у него на это деньги, да. Поэтому 4 дня, недели, ну это месяц, 4 недели. От 4 дней месяц и до 4 месяцев. Вот это вот максимум 4 месяца, минимум 4 дня. И если хочешь, чтобы он начал активно действовать уже через 4 дня, прямо сейчас жми лайк и пиши комментарий. Да, я желаю того, чтобы он активно проявился как минимум за 4 дня, ну а второй вариант 4 месяца, да, хотя бы за 4 месяца. Хорошо. Ну тогда давайте спросим, раз уж тут есть жрица, будет ли, и раз есть какие-то трудности, да, и двойка жезлов, тут прям тяжелые карты, будет ли он бороться за тебя? Да. Туз кубков. Yes. Окей. Тогда давайте спросим, а что может заставить его изменить свое поведение? Ну вот как бы, что есть этим ключом, да, вот ключ, все время у него в руках. Что может быть стать этим ключом? Что может заставить его изменить свое поведение? Ну, ваше спокойное отношение. То есть вам реально, вот это ближе к весам карта. Четверка мечей, вам нужно быть, ну, как минимум, спокойнее, чем он. Не знаю, насколько это получится. Если он очень спокойный, то вам все равно надо быть спокойнее, чем он. То есть ваше спокойствие, даже ваш игнор. О, четверка мечей, это тоже иногда игнор. Или не замечать какие-то... Извините. Не замечать какие-то мелочи, которые могут, допустим, раскачивать эмоциональные качели. То есть, ну, как бы не подливать масло в огонь и не раскачивать качели. В общем, не раскачивайте лодку, и она не утонет. Вот таким вот образом. Хорошо, как он решится показать тебе свою истинную суть? Почему-то мне захотелось спросить. Истинная суть. Вот туз мечей и четверка мечей, да? А тут получается пятерка. А пятерка скользкая карта. Истинная суть. Как он решится показать тебе истинную суть? Но он как ребенок. Его истинная суть ребенок. Поэтому и это будет спонтанно, внезапно. И это будет касаться его как ребенка. И вашего совместного ребенка или вопросе о ребенке. Можете спросить, ты хочешь детей? Вот. И тогда он проявит свою истинную суть. Контрольный вопрос в голову, как говорится, да? Контрольный вопрос. Истинная суть. Как ты относишься к детям? Туз. Ой, господи, под туз мечей понимание, да, говорить, а здесь четверка мечей, спокойно. Как ты относишься к детям, дорогой? Я к ним не отношусь, я уже взрослый, да, ну вот, может так сказать, например, да. Фух, интересный такой расклад у нас сегодня получается. Что чувствуете, можете написать вот на вот этом, на солнце, да, что вы почувствовали во время солнца. Это у нас где-то 38 минут 30 секунд. Окей, давайте тогда спросим. Какая истина откроется тебе в ближайшее время? Ну, в связи с этими отношениями. Истина. Ключ в твоих руках, а не в его. Все зависит все-таки не от него, а от тебя. Или в конечном итоге в ближайшее время у тебя появится ключ от его сердца. И твои возможности будут решать. А он, ну, возможно, или не воспользуется, или ты ему как-то поможешь. Поэтому, как минимум, если спросить, какая истина, все в твоих руках. И ключ от его сердца в твоих руках. Что тебе нужно понять о нем прямо сейчас? Влюбленные, ты любишь его, а он любит тебя. Но он это не может открыть, пока он веешь шляпкой. И ты где-то, может быть, от него отворачиваешься. Ну, или делаешь вид. Но, возможно, здесь и нужно как-то пока на каком-то этапе так делать, да, поэтому он пока просто так от тебя не готов отцепиться, и возможно это даже любовь, так выглядит между вами.
какие знаки судьбы ты получаешь в этой истории? Ну, вот в этом раскладе или в том, что у тебя происходит. Знак судьбы о том, что ты красива, ты чиста, особенно если ты чистилась, да, если ты делаешь эти обряды, ритуалы, работаешь с собой, если у тебя действительно чистые мысли, все так оно и есть. И ты нравишься ему. Он, когда на тебя смотрит, он залипает на тебя. Поэтому даже если вы на дистанции, пока что это ок. Пока что это ок. И истина такова, что не торопись. Вот здесь по звезде, да, не торопись. И в этом есть истина. То есть, если ты будешь торопиться, возможно, ты ухудшишь ситуацию. Тогда какое главное послание Вселенная дает тебе через этот расклад? То есть, вот это у нас вопрос был. Какие знаки судьбы в твоей истории? А теперь послание через расклад. О чем хочет тебе сообщить Вселенная? Черный кот. Присмотрись, не мешает ли кто-то, ну реально, жрица, смотри, на уровень черного кота попала. Точнее, черный кот на уровень жрицы и на ключики. Я тебе хочу так сказать. Присмотрись, нет ли черных котов между вами. То есть, ну, это как минимум женщина, это как может быть и магия теоретически. Мы здесь не делаем диагностику сегодня, а так, просто как месседж. И ну, возможно, есть какие-то эзотерические моменты, да, потому что все-таки кот это бастет, кошка, да, то есть, ну, не магичит ли кто на тебя с этим человеком, или не магичит ли кто-то на него или на вас двоих. У меня почему-то кот. Но опять-таки, этот кот, он на мостах, а мосты это связи всегда, поэтому еще одно послание тебе: не торопись разрушать или сжигать мосты. Даже если услышишь что-то не то про детей вдруг, да, или о детях с его стороны, что случится между вами в самое ближайшее время? Может признаться тебе в чувствах и открыть тебе их, о чем карты сразу и говорили, что ему это трудно сделать. Но паш кубков — это новый этап флирта, за пределы которого он пока что так боится переступить в ваших отношениях. Ты не случайно попала на этот расклад, и судьба ведет тебя к истине. Теперь ты знаешь, какие мысли, чувства, планы скрытые за его молчанием. Готова ли ты к тому, что будет дальше? Напиши в комментариях, что почувствовала во время этого расклада. Твои знаки судьбы уже рядом. На связи. Увидимся. Пока.